Вот здесь я жила, она меня выгнала как собаку на улицу с детьми. Моя сестра не следила за детьми, дома был беспорядок. Какого хрена вы запустили туда квартирантов? Потому что платил человек. Она меня просто вышвырнула за дверь. Каким образом? Кулаками. Я ее толкала в двери, да. выходи. Ребенка я не выгоняла. Ребенок пришел ко мне. А ты обеспечила семью, когда мужик? Я и Нет, ты не готов и ребенка, и обеспечила. Тему забрать. Ребенок был в порванной куртке. Она читала по слогам. Он дочку обивает, обувает. Он хороший, не пьющий. Ребенок больной, он в штанишке какает. Вы хотите, чтобы Артем жил с вами? Конечно. Давайте выслушаем все-таки, что дети-то хотят. Добрый день! Что же такого страшного сделала наша сегодняшняя героиня, что ее прямо с детьми на улицу выгнала родная сестра, да еще и на мороз? Кошмар. Сегодня в нашей студии сестра Екатерины Лиза. Лиза, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы выгнали свою сестру с детьми на улицу, да еще и на мороз? Я выгоняла только ее, ребенка я не выгоняла. Я хотела позвонить отцу, чтобы он забрал Артема, сына ее. Я не успела это сделать, она забрала сама ребенка и ушла. Вот. А почему я ее выгнала? Потому что моя сестра не следила за детьми, дома был беспорядок, дети болели, она их не лечила. Деньги тратила только налево-направо, лекарства не покупала. Вот, Это ваша родная сестра? Да, это моя родная сестра. Она старшая, младшая? Старшая. Квартира-то чья? Квартира досталась отцу, так как он долго работал, Нет, ему дали. сейчас чья квартира? Ничья, государственная. То есть эта квартира принадлежала вашему отцу? Или Да. как? Ну, он был ответственный квартиросъемщик, Да, муниципальное да, жилье. Да, муниципальная. Вы там с сестрой прописаны? Да, прописано. А с отцом что с вашим? Отец умер. Мгм. И вы остались в этой квартире жить? Да. Вы и ваша сестра? Да. Кто-то еще там прописан? Там прописаны дети ее и мой ребенок. Мгм. Больше никого? больше Подождите, никто. но если вы на равных правах там, я не понимаю, как вы могли выгнать ее из квартиры? Потому что я человек, но я люблю чистоту. Человек просто по углам раскидывал всякие грязные вещи, детские вещи вталкивал в шкаф вместе с грязными... А сколько комнат в квартире? Однокомнатная. Вы как это, все вместе в одной этой комнате жили? Да. А как спали даже в ней? Спали, был диван и была двухъярусная кровать для детей. А на диване кто спал? Я с ребенком и она. Мгм. А кто платил за коммунальные услуги в квартире? За коммунальные услуги мы договорились с ней, что она оплачивает, я покупаю продукты. Но потом я прихожу в ЖЭК, куда оплачивать. Просто чисто случайно зашла, там надо было по делам. И узнаю, что, оказывается, есть у нас по квартире долг. Какой? 30 тысяч. Это она не платила? Да. А вы продукты покупали? Да. И это стало вашей последней каплей? Да. То есть получается, что все это время вы кормили ее, детей, а она за коммуналку не платила? Да. И куда она пошла со своими детьми? Она снимала общагу неподалеку от квартиры, жила там с Артемом. На тот момент А второй-то ребенок где был? Вика ушла к отцу, так как мать ее лупасила, била за то, что она не сделала уроки, не сидела, не делала уроки. То есть Вика ушла к отцу еще до того, как вы выгнали их на улицу? Да. Мгм. А сейчас они где? Сейчас я на данный момент не знаю, где она. А как давно все это произошло? Год или 2 назад. И вы с тех пор не виделись? Нет. Ну, давайте посмотрим, как вы жили вместе и как Катя живет сейчас. Вот здесь я жила, она меня выгнала как собаку на улицу с детьми. Это все началось из-за того, когда я начала отбивать пороги в администрации, ходить узнавать, чья квартира. На меня стали кидаться, угрожать. Вот с этой квартиры я ее выгнала. Вот в этом шкафу она складывала все и чисто, и грязно, то есть пихала. Когда я открывала шкаф, я просто ушазнулась. Памперсы использованные были, носки вонючие, все вещи были грязные. Я нормально не могу устроиться на работу, потому что ребенок у меня болеет,
С подработками денег не хватает. Хорошо, хоть на еду хватает, и все, а так скитаюсь по улице. Я вообще не понимаю, как она тут жила. Тут с окон продувало. То есть батареи вообще не грели. Окна стояли тут деревянные. Нас затыкало тряпками. Но это тоже не дело. Дети болели очень сильно. Она забивала даже на лечение детей, не покупала лекарства. Она только могла вот сидеть на кухне, лазить в телефоне, мужиков искать. Заходила на кухню, тут гора посуды всегда была. Плюс тому был новый холодильник, целый, все. Она сломала верхнюю камеру. Мы с ней договаривались по поводу того, что она оплачивает квартиру, а я покупаю продукты. А задолженность у меня сейчас на данный момент 30 тысяч. Чтобы погасить этот долг, я запустила сюда квартиранта. Запускать в квартиру я ее не хочу, а я хочу эту квартиру оставить для детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять ты к нам пришла? Да. Вот здесь я сижу, пережидаю, согреваюсь временно. Если бы не случай сестры, как она поступила, я бы там бы жила и проживала бы спокойно. И я хочу, чтобы было как раньше, чтобы дети со мной жили вместе. Я их очень люблю. Вот тут я перестал понимать, Лиза. Значит, вы в этой квартире не живете. Сейчас на данный момент нет. А где вы живете? Я получила квартиру от государства, и поэтому я переехала. А как вы квартиру-то получили? Как сирота. То есть вы были в детском доме? Да, Так вы выписались с этой квартиры? да. А кто в ней прописан сейчас? В ней прописана сейчас Катя и ее дети. Так сдаете какого её? хрена, позвольте спросить? Вы запустили туда квартирантов, когда ваша сестра, просто бомжует. Потому что Почему я запустила? Потому что платил человек. Вы не слышите меня? За квартиру. Вы в этой квартире никто. 0. Вас больше там нет. Ну, Вы не имеете права сдавать чужое жилье. Это же не ваша квартира. Это уголовное преступление. я запустила человека, когда я еще не была выписана. Сейчас вы выписаны? Ну, Как 2 дня давно? назад, да. Гоните человека, который сколько вам, кстати, платит-то в месяц? 7 тысяч. 7 тысяч. А сколько квартплата? 7 тысяч все, в общем. То есть вы сдаете вровень оплаты за квартиру? Ну, Так долг-то не погашается. Так он не он погашается. понемножку и погашается. Подождите, не обманывайте. Я у вас спросила, как давно эта ситуация произошла с вашей сестрой? 2 года назад. 2 года назад. Вы сказали, что вашей последней каплей 2 года назад был долг за коммуналку в 30 тысяч. Сейчас на этом видео вы показывали долг на сегодняшний момент. Он по-прежнему 30 тысяч. Нет, он был 30 тысяч, сейчас на данный момент очень меньше стало. Сколько? 20 с чем-то, может 19 тысяч стало. Вы издеваетесь? То есть за все эти 2 года вы погасили 11 тысяч долга, а остальное осталось? Я имею в виду, что за 2 года я ее не сдавала. Я вот недавно, когда переехала сюда, в Кемерово, тогда я ее начала сдавать. Так вы Какое всё-таки- основание у вас Подождите, есть так вы сдавать все-таки её? стали сдавать, когда переехали? Но очень недавно, я вам говорю. Очень недавно это когда? Год назад. И за год не погашен при сдаче квартиры до сих пор долг за коммуналку. Сдает квартиру, которая ей не принадлежит. Потому что там, год. плюс тому. Обогащается за за счет другого человека. Ну, то есть ворует у своей сестры деньги. Почему? Я не знаю, почему. Вы этот вопрос себе задайте. Вы же воруете, не я. Это не ваша квартира. Вы пользуетесь чужим имуществом, получаете за это деньги. Почему это чужое имущество? А это какое То, отношение что к она там имуществу имеет к прописана, вам? это не означает, что она там хозяйка. А вы? Я там была прописана, поэтому Вы я там стала уже не сдавать. прописаны, это вам не Вы правда не принадлежит. Так вы соображаете? что, мне ничего? предлагаете ей отдать квартиру? Это не ваша квартира, и не вам решать, что она с ней сделает. Вы к этой квартире никакого Так отношения она не тоже, имеете. документов нету на квартиру. Кто она там тоже? А вы только кто? максимум прописка. А каким образом вы сдаете эту квартиру без документов на нее? Ну, потому что я это сделала через знакомого человека. Значит, вы мошенница, и вы сейчас открыто на федеральном канале признались в том, что вы мошенница. И подробно рассказали, как вы обманываете всех вокруг. Кого Потому я что- обманула? Секунду, если вы сдаете квартиру, вы должны платить за это налоги. А я не плачу. А вы платите? Я хожу в ЖЭК, оплачиваю квартиру. Вы платите налоги. Вы же зарабатываете. Ну, Вы платите налоги за то, что вы зарабатываете? конечно. Вот с этих 7 Ты тысяч... понимаешь, она сидит в наглую, врет
Просто в наглую. Ты не видишь, кто это? Это царица мира, понимаешь? Эта царица мира после выхода этой программы в эфир получит несколько статей. Ты не поняла, про какие налоги, Юля, тебя спрашивал. Как Хорошо, только тогда ты объясните. сдаешь квартиру в аренду, ты с государством вступаешь в отношения. Это бизнес. Ну, Это считай, бизнес. да. То есть ты зарабатываешь. получила 10 рублей, отдай государству. Налог. Ты этого не знала. Возможно. Слушай, негде клейма на себя ставить, правда. Ну, соглашусь с ведущими, что та ситуация, в которую вы попали, да, сдавая квартиру без договора, то есть не платя налоги, раз, да? Второе, выгнав сестру, какая бы она ни была, мы сейчас это не обсуждаем, выгнать детей на улицу, ну, я не знаю, кем надо быть, вы меня простите, при всем бардак в квартире, все что угодно, для меня вот, ну, чисто с человеческой точки зрения это непонятно, понимаете? Мне кажется, даже животные так не поступают. Значит, быстро вышвыривай оттуда этого мугоря, который там сидит. Хорошо. Быстро. Потому что завтра твоя сестра с детьми въедет в эту квартиру. Хорошо, пускай так будет. Но прежде чем она въедет в эту квартиру, давайте она сначала войдет к нам в студию. Екатерина. Здравствуйте, Юля, здравствуйте, Александр. Ну, здравствуй. Вруня, блин, наглая. Нет, вы туда сядьте, пожалуйста. Я с ним не хочу сидеть. Можно Ну, Юля, я вы сяду, рядом, пожалуйста? вы на колени-то к ней не садитесь, просто рядом сядьте. Можно и всё. сяду? А почему вы с ней не можете рядом сидеть? Рассказать? Да. Она в Тане на себя оформила документы раз, Какие Когда мы документы? Какие документы? на квартиру. То, что ты говоришь, какие-то документы, ты понимаешь, что Я без вы- тебя, без квартира тебя эта, я не знаете смогу что? ничего Лиза, сделать. вы молчите, Квартира говорит эта Катя. оформлена по договору соцнайма была. Совершенно. Так, еще раз, что за документы? Она досталась от родителей, получается, там. Это квартира. Которые родители лишены родительских прав. Ваши Наши, родители да. были лишены родительских Да. прав. Кому принадлежала эта квартира? Это принадлежала квартира отцу Так, и в итоге матери. кому она досталась? Каким-то образом, непонятно. Почему? Я не понимаю. Когда как- мама умерла наша, она Стоп. первая заехала Да, я с детьми. заехала в квартиру, Стоп, я жила. А секунду. я вообще была, снимала Стоп. квартиры. Стоп. Вот о чем вы сейчас говорите? Какие документы на квартиру? Вот именно. Вот расскажи. Документы? Квартира в собственности? Нет. Вы ее не приватизировали? Нет. Значит, по-прежнему договор Я- соцнайма, верно? Был. Она там больше не прописана. Она там прописана, все. До Нет. сих пор. Нет, я там не прописана. Она выписалась оттуда, она получила свое собственное жилье. Выписалась она и ее ребенок. В этой квартире теперь прописаны только вы и ваши дети. Вы можете туда я заехать. узнавала в тайне, она оформила документы на себя, на эту квартиру. Что такое документы на эту квартиру? Объясните Когда мне. я поднимала документы с архива дела, ордер, узнавала, чья квартира, кому она принадлежит, Она выяснилось- принадлежит муниципалитету. Она не может принадлежать вашей сестре. Она может быть ответственным квартиросъемщиком, да? Как это правильно называется? Да, ответственный квартиросъемщик. Она нанимателем там Вот вопрос, кто? собственно. Если выписалась уже Лиза, то она не ответственный квартиросъемщик. естественно. По всей видимости, тогда ответственный квартиросъемщик Екатерина будет. А это как-то автоматически происходит? Но это надо им сходить. Я не знаю, МФЦ у вас и там вот в том городе, где вы живете. Надо сходить и уточнить. А как я могу узнать? Просто Как я ты сейчас узнаешь, не я могу. уже выписалась с этой квартиры. Ты можешь заехать туда жить. В с любой детьми. момент. А вы ключи ей дадите? Ключи я могу дать. Да, не Но могу. только там, по приезду. Вы сейчас, в данный момент, где живете? На улице. На Бывает, улице. да, в подъезде. Екатерина, а как вас выгнали? Она меня просто вышвырнула за дверь, говорит, ты не хочешь Каким платить? образом? Кулаками. Выставила за дверь. И вещи за дверь выставила также. Ваши. Да. Вы взрослый человек. Вы в этой квартире проживали на том же основании, как и она. Как можно взрослого человека физически выгнать на улицу? Ну так меня физически она морально выгнала. Как можно еще? Как было. это было? Просто сказала, уходи. И она взяла и ушла. Да, я ее толкала Толкала, к двери, да, выходи. Ребенка я не выгоняла. Я говорю, я сейчас позвоню папе ребенка. Пускай приезжает и забирает ребенка. То Я есть вы ее ребенка. толкали до двери и вытолкали в итоге за дверь. Да. А где ваши дети сейчас? С отцом. Как так Один было? ребенок с отцом, да другой находится сейчас временно с бабушкой, потому что мне негде жить. Какой ребенок с отцом? Дочь. Ну вот Виктория, нам 10 лет. сказала ваша родная сестра, что Вика ушла жить к отцу еще до Она того, ушла- как она ушла Лиза с- вас выгнала. Потому что Лиза ее гнобила. Как она ее гнобила? Заставляла, то есть, сильно убираться, то есть, ребенка
А почему вы не Тряпка. заступались за своего Я ребенка? пыталась заступаться, я говорю, как бы это дети, не надо сильно заставлять. И... Ну, то есть получается, что вы абсолютно безвольны перед своей сестрой. Она Да. может вас из дома выгнать, Да. она может детей ваших гнобить, а вы ничего сделать не можете. Она кулаками угрожала, драка физическая. Вика, ее дочь, ходила в школу, Ты и провоцировала. то есть с домашним заданием домой. Моя сестра... Слушайте, давайте так. Моя сестра могла ее ударить. Внимание, тишина. Мне достаточно того факта, что девочка сейчас живет с папой, а папа приехал к нам в студию. Давайте спросим, как им живется. Здравствуйте. Здравствуйте, Азам. Ну что? Как дела? Дети с тобой жить не будут. Ты бросил Вику, перестала на нее деньги получать. Ребенок пришел ко мне. Какая была... А ты обеспечивал семью, когда мы Я жили? и Нет, ты не готов и ребенка, и обеспечивал. Тему забрать. А ты не обеспечивал. В смысле я не обеспечил прямом. семью? Да? Потому что жил на пособие детские, Ну, на конечно, инвалидные со мной ну. так же. Разошлись вы почему? Она мне написала смс-ку. Больше меня не любит. Я нашла другого мужчину. Ну, хорошо, я приехал с командировки. Она мне выставила вещи. Я заказал такси, не стал ругаться с ней. Просто заказал такси, взял свои вещи и поехал жить в деревню матери на время. Год я жил один. Подожди, Как а бы. дети с ней остались? Да, Дети, да, пока с А ней вы жили. помогали? 2 года его не было. Конечно, Нет. помогал. Нет. Каждую неделю я Нет, год врет. жил один, каждую неделю я Врет. провозил продукты, Врешь. медикаменты, вещи. Вика как к вам попала? Лиза выгнала. Позвонила сестра ее, названивала сама дочка, говорит, папа, приедь, забери меня. Почему? Она Лизу боится. Также она мне говорила, Лизу боится. Подожди. Почему? Что сказала вам дочка? Почему она просила, чтобы вы ее забрали от Говорит, мамы? папа, приедь, забери, пожалуйста, меня. Мама меня бьет, кидает меня ножницы, заставляет делать уроки с плеткой, бьет. Выгонял ее на улицу за продуктами в час ночи, в 2 часа ночи. Вот это не Иной было. раз она мне звонила и спрашивает, а где ребенок? Я Это говорю, в ребенок смысле, где врал ребенок? сам половину. Я говорю, ребенок гулял живет днем. сейчас, говорю, с тобой. Ты, говорю, должна отвечать, Бывает. говорю, за него. В итоге вы поняли, что что-то не так. Да. И забрали Вику к себе. Как? Ну, как понимаете, забрал. Она перестала, конечно, получать на нее пособия детские. Почему? Ну, Ребенок вырос. ребенок А-а. вырос. Да, ребенок вырос. Пособие перестала получать. И? Я поехал, она мне дала Я работала. свидетельство о рождении на нее. Уборщицей. Ребенок был в порванной куртке. Она читала по слогам. А сколько лет было? Ей было 8 лет. Ну, то есть вам Екатерина Вику добровольно отдала? Нет, Конечно. С это нет. документами, Не с добровольно. свидетельством Да, о да. рождении. К Нет. сожалению, у меня Не эти добровольно фотографии настроил. не сохранились, потому что у меня поломался Настроил. телефон. Нет. И все вот данные... то, Хорошо, что Вику было. отдала, а сын с ней остался, Артем? Сын остался с ней. Так, а вы на сына что-то давали, помогали? Конечно, я ему вещи помогал, провозил. Вот сестра Слушайте, сидит, она мне... скажите мне, пожалуйста, есть такая меркантильная она, и как только закончились пособия на девочку, она отправила к вам, то за мальчика она держится тоже, пока пособие не Да. кончится? Да, Да. да. Так у него же еще и пенсия по инвалидности. Да. Была пенсия, да. Я сейчас не знаю, получает она на нее пенсию, не получает. Понимаете, А она... что за пенсия? Пенсия. Ребенок инвалид был. По инвалидности она получает. Инвалид А был, что с это ним? что значит? У него была трезиануса патология. Мы перенесли 7 наркозов и 4 операции. Это что такое? Патология. У него была колостома. Выведена последний год, когда операцию закрывали. Нам закрыли колостому, сняли с инвалидности. Значит, он сейчас все, с инвалидности Да. снят, он здоров. Да. Какое пособие вы на него сейчас-то получаете? Я сейчас ничего не получаю. Я работаю Кем? уборщиком зала. Сколько вы получаете? 9 тысяч мне обещают зарплату. 9 тысяч? Да. Хорошо. До того, Обещают, как... это значит, что вы не получали вещь ни разу. Я где-то подрабатываю временно, по 1000 бываю. То есть я стараюсь работать, стараюсь Скажите, для ребенка. а мат-капитал вы использовали? Да. На Где что? он? Внесен под дом, в котором невозможно проживать, условий для ребенка нету. А как так получилось, что вы потратили деньги на дом для детей, в котором невозможно проживать? Летом показывали, что он в нормальном состоянии, и просто кое-кто внес деньги вперед, не договорившись со мной. Да, дом старенький, не спорю. Можно сделать Он ремонт. пообещал сделать Я ремонт, но не планировал сделал. построить рядом Все новый разобрал. дом. На Скажите что? мне, пожалуйста, а сколько Я вы- работаю. Сколько вы потратили на этот дом?
520 тысяч. А материнского капитала какая сумма была? 428, по-моему, Да, 450. 428 тысяч. Ну, давайте посмотрим на тот дом, который вы купили, и на условия, в которых сейчас дети живут, и сравним. Вот дом, который мы купили под мат-капитал. Вот, даже дверь не открывается. Замерзла. Ой, сил, видите, не хватает. Блин, тихо, скользко. Условий здесь никаких совершенно. Холодно. Печка дымит всегда. Ну, пытались растопить ее. Это было невозможно. Все сыпется, вся. Здесь 2 комнаты. Это зал. Каждое окно вот такое замерзшее. Вот, все сыпется. Весь дом осыпается. Тоже вот сыпется. Вот он. Электричества тут нету, потому что я не плачу за дом сейчас, и нет смысла, не вижу. Здесь, получается, наш дом. У нас здесь живет большая семья дружная. Вот у нас у Виктории есть своя комната. Вот она у нас что-то лепит, сидит. Она у нас любит всякие залипушки делать, рисовать любит. Еще я учиться люблю. Еще учиться любит, да. Вот, получается, ее дневник, 5, 4. Когда она жила у матери, мать толком, и она мне рассказывала, что не занималась. Я приходила все время со школы, она в телефоне сидела. Я в 1 классе, 2 были у меня. 2 в 1 классе. Ну, а сейчас у меня в этом году, наверное, 5 одни будут. Так это получается вот еще одна наша комната, спальня нашей женой. Моя жена, это наша дочка маленькая. У нас как бы любящая семья, ей очень хорошо с нами. Я очень полюбила Викторию, это мой ребенок. И я сделаю все для того, чтобы она не вернулась к этой кукушке. Вот и все. Катерин, я тебе хочу сказать одно. Ребенка я тебе не отдам, и Артема мы тоже заберем. Оставь детей в покое, пускай они растут в любящей семье, а не там, где их ненавидят. Жизни без нее не представляю. Это мой ребенок, никому не отдам. Я вместе с мужем живу. Моя сноха Екатерина Олеговна приводит мне внука. Эту кровать я ему специально сделала, чтобы он здесь спал. Артем, буква какая? Да. Он нормальный, все. Но с ним заниматься надо, он так, если ему не занимается. Вот она привезла ребенку вещи. Вот я вам сейчас покажу. Вот. Зачем она вот эту мне кастрюлю привезла? И эти вещи свои привезла. А его одевать, что ли? Штаны грязные. Как я могу ребенка такие вещи одевать? Ну, я стираю. Постираю, одеваю. Я хотела бы, говорю, чтобы мои дети, это внуки, жили с отцом. То, что вы привезли своей свекрови для своего ребенка, это лучшее, что у вас нашлось? Да нет. Штаны, перемазанные фекалиями, это лучшее, что было? Нет. Там, может, просто одни грязные штаны лежали. Одни. Остальное все я чистое Я все вещи привозила. перестирал. Забрал у матери все вещи, перестирал. Они у меня чистенькие все. А почему вы сына не заберете? Послушайте, Сын давайте живет у вашей мамы. Почему вы не заберете? Вы говорите, я поехал к маме, забрал все вещи, Они это все давно перестирал. планировали. Так она устраивает проблемы, понимаете? Она говорит, я себя там повешаю, там я себе убью. У меня мама давление. По 280 у мамы давление поднимается. Да при чем здесь ваша мама? Вы приехали к своей маме, вещи грязные забрали, чтобы их постирать, а ребенка оставили. Я ребенка не оставил. Заберите я ребенка. Я его в тот же день забрал. Он сказал, Он 2 дня у меня инвалид жил. ребенок не нужен. Кто Он не сказал, от что него. тебе ребенок не нужен? Был такое. Был Он для разговор. меня все. Нет, Скажите было мне, такое. пожалуйста, вот вы приехали в Москву и обоих детей взяли с собой. А почему не оставить Артема, скажем, вашей супруге? Какой именно? Той, с которой вы сейчас живете. Сейчас, понимаете, она сегодня попала в больницу. Да. А что с ней? У нее камень обнаружили. Сегодня А делают потому операцию. что ее супруга... А до лишена того, резких как прав тоже. она попала в больницу, она не хотела оставаться с Артемом? Хотела. Нет. Хотела. Зачем вы обманываете? Почему? Я не У обманываю. нее есть какое-то предвзятое отношение к Артему? Нет. Слушайте, давайте мы вернемся все-таки к вопросу о материнском капитале и этом доме, который вы нам показали. Вы с такой гордостью говорили, что дом сыпется,
Хотя купили его на наши, деньги. А я сижу, знаешь, меня... Вы купили этот дом на наши деньги. Саша, а вот я сидела, когда это видео смотрела, с домом, купленным за материнский капитал, мне прям трясло внутри. Прям трясло. А потом они говорят, что государство ничего не дает, ничего не делает. Вот мы за годы съемок в этой студии и за годы существования материнского капитала просто здесь видели миллионы, уже миллиарды похороненных, зарытых в помойку денег. Потому что вот таким выделяется нормальная сумма денег, чтобы купить какой-то дом. Мы не говорим сейчас про хоромы, еще про что-то, но на эту сумму можно купить небольшой, чистый, аккуратный домик. Нет, они все покупают вот эти халупы. Нет, но главное, что пенсионный фонд одобряет. Еще 500 000 рублей выкинутые просто вот в помойку, в топку, сожгли. Молодцы. Почему вы? Выкинули. А что это? А что же вы тут не живете? Я сейчас живу с другой женщиной. Нам подарили дом тесть и теща. Слышь ты, это дом твоих детей. Это ты своим детям эту халупу купил? Нет. Да. Я сделаю там ремонт. Будет сын жить. Сделаю? Ты Сделаю. должен был сделать еще несколько лет назад, когда У меня купил не было это. возможности тогда. Давайте позовем Валентину Ивановну, у которой Артем, собственно, и живет в эту студию. Здравствуй, Катя. Ты что добилась? Добилась, что Ты хотите, что добилась? правда. А? Я справедливость Я восстанавливаю. твоего ребенка Вы сына не одеваю, защищаете. Я стираю. понимаю. Я хотела тебе Я права, помочь, потому а ты меня не слушала. Ты знаешь или нет? Вы мне Я помогаете тебе хотела с помочь, тем, что тебя не только слушала. сына. Потому что мне не с кем сына оставили. Тебе Ему некуда я было- не тебе доверяю. некуда было оставить, я мне понимаю, некуда. я знаю. Ему я не доверяю, потому что он давно угрожал забрать ребенка. Причем он? Причем он всегда помогал тебе. Нет. Он всегда помогал. На детские пособия. Он дочку одевает, обувает, в школу Жили отправил. на А ты детские что сделала ему? пособия. Ты За ребенка 2 года приводишь ребенка меня, оставляешь купила на хоть неделю. Я вас очень прошу. На 2 недели оставляешь Послушайте, у мне. вас проблемы с давлением. Я человек больной. Да, вот. И чтобы вы тут не рухнули, давайте вы сядьте лучше. Как не молчать? Я все слышала. Я прекрасно все слышала. Причем здесь мой сын? Мой сын Притом- хороший, не пьющий. Кого ты выбирала? Кого ты себе выбирала? Ты поменяла на кого? Я тебе что сказала? Дети любят отца и мать. И должна. меня они тоже А ты любят. ничего не хотела? Меня они тоже любят. Я Да. все для них делаю. Да. Все, Тебе только деньги нужны были. Скажите, Ты пожалуйста, только деньги любишь, больше Валентина ничего не Ивановна, любишь. Валентина Ивановна, при каких Потому что Я обстоятельствах... сейчас все равно плохо слышу. Я могу с вами рядом сесть. Да им пофигу У меня на уши нас, о плохо чем ты слышат. говоришь? У меня давление. Я с давлением сюда прилетела. Валентина Ивановна, когда Артем и при каких обстоятельствах оказался у вас? Когда ей плохо бывает, она мне звонит по телефону. Мама, а не мама говорит, вы в зоне дома? Я говорю, дома. Я Артема к вам привезу. Я говорю, хорошо, привози. Ну, она привезет, и он какой-то весь растрепанный, голодный это ребенок. Хорошо, привезла она мне. Ни памперс, ничего, он в штанишки какает, понимаете или нет? Ребенок больной, он в штанишки какает. Я эти штанишки постираю, все. А что, сами знаете, надо памперсы, нету денег у ней. Я куплю, ну сколько можно мне покупать? У меня пенсия 12 000. Ну и А вот, что значит... когда вот- ей плохо, подождите, А когда что ей- значит ей плохо? Это что вот ей когда плохо? ей плохо, Что это значит? Ну, как вам сказать, ей нужно погулять. Куда-то погулять, пойти погулять. отчаялась я погулять. 2 дня, 3 дня. Не гулящая. Нету ее. Я по телефону звоню. Я не Катя, гуляю. ты где? Гулящая, Ты жива? и я работаю, я Она не говорит, я гуляю. работаю. Подожди, не перебивай. Я Вы работаю. даже Хорошо, первую работаю. зарплату Деньги не для работы. получили. Я Приезжай, работаю. Артема забирай. Потому что Ну, через стажировка 3 дня бесплатно 2 приезжает. недели шла. Что-то там ему немножко привезет, и это, я это не вижу, мне это не надо. Ну ты ребенка хоть корми. Ну он прибежит, к ней подойдет, она уже в сумку лезет, она говорит, сейчас потом покушаешь, сейчас потом покушаешь. Ну хорошо, ладно. Думаю, ладно, пусть так. Ну и потом это, как его, приезжает, потом уже вечер наступает, время 8 часов, она забирает ребенка, обманывает его. Говорит, поехали в город, я тебе мороженое куплю. А куда она его забирает, если она сама на улице живет? Она говорит, у меня квартира есть, я снимаю квартиру 12 000. Ну, я ей верила, это я верила ей. А она, кажется, обманывала меня.
Да как куда вы ребенка-то забирали? Вот спросите, Если куда вы на она улице? водила? Снимала, Куда? Она только Свете поведет. По сутки было квартиру Значит, снимала, деньги приходилось. были, значит, ты детские Не получаешь. детские, а с работы. Ты чё врёшь, С подработки. Я детские не А получаю. где по 40 тысяч, которые ты каждый месяц получал? Ты их за 3 дня тратил. Где они? Не за 3 дня. Ты получаешь Она деньги. пенсию получала Я не 40 тысяч. И получаю тратишь никакие только на деньги. себя, а не на детей. Подождите, самое главное, что я здесь услышала, что получается, что вы бродяжничаете вместе с ребенком-инвалидом. Да. Она как? врет это. Мне Да. не- По она Каких с по- ребенком-инвалидом Подождите, о каких ухаживаю. посуточных съемах квартиры может идти речь, если у тебя на руках 7-летний ребенок? У меня ситуация Чего она произошла это в просила? последнюю Она очередь, чего когда только деньги просит? я стала менять работу. Какая работа? Ты не Какая работала, работа? ни разу не работала. Я работала. Она Всю работает жизнь она не в баре будет. Только детские работала. пособия получила, сразу Нет. пошла В одном и месте она потратила. работала. Секунду! Я хочу понять, она с вашим сыном до сих пор не развелась? Да, не развелась. Вы не разведены до сих Нет. пор? Нет. Почему? Не было документов, свидетельства о рождении она потеряла. Из-за жилья. Свидетельство А о браке? рождении Я потеряла. восстановил. Да, браке потеряла, да. Сейчас-то за сына счастливы? Кто? Вы. Но у него новая семья. Да, сейчас девушка хорошая попалась. Хорошая, да? Хорошая. И теща хорошая. Купила мне 2 миллиона. Дом купила. Ну и в гости ходим часто. Ничего, нормально. А почему она Артема-то не любит? Не хочет же она Артема забирать? Нет, она любит, не любит. Ей тяжело. У нее ребенок родился. Зачем ей надо? А за Дайте- Артемом надо особенный уход, Конечно. да? Артему очень лишит Ну вот такой видите, зачем вы нас обманывали? Я не обманываю. Ну не хочет ваша обманывают. жена его Все забирать, обманывают. Артема. Я с ней разговаривал, она готова. Мне просто она жить все негде, я готова. сама. Нет, Артема мотай воспитывала мне его. прекрасно. Послушайте, Будешь проходить ко мне, послушайте, навещать будешь. вы сказали, что ваша жена хочет, все нормально. Сейчас выясняется, я с ней разговаривала. Если вы с ней разговаривали, значит, ваша жена была против Артема. Я до этого Зачем даже. вы врете? Галя, может быть, может взять, но она болеет, поймите вы ее. Ну, так я про это и говорю. Вот мама-то ваша я не ему врет. тоже говорю, Так я-то зачем? есть, я занимаюсь детьми. Мама-то ваша не врет и говорит о том, что Галина не хочет Лучше Артема. А давай вы я буду зачем? сама Она не воспитывать. говорит, что она не хочет. Почему Только она что говорит? сказала? Что она болеет, и ей тяжело, она не хочет. Но она болеет сейчас на данный момент. Она болеет, у нее... В больницу вот сегодня Она положили. год не болела, Артема не брала. Ну а как она возьмет, если она не официальная 2 мать? года. Я а вот как она пытался, Вику? я бегал. А как она Вику взяла, неофициальная мать? Вот вы знаете, мы все так, нам так легко думать, что принять чужого. У меня 14 приемных детей, всего 17. И я могу сказать, я знаю, что такое эмоциональная депривация. Это очень тяжело. Когда у тебя не было детей вообще, я сейчас говорю про вашу супругу, у тебя родился младенец, у тебя есть девочка, и тебе надо принять еще ребенка, который в 7 лет какается. Вы меня, конечно, простите. Если она это сможет, я вам желаю. Я очень сильно всё вместе желаю делаем. этой женщине совершить этот подвиг. И пусть Бог ей воздаст вообще во много крат, но это тяжелое решение, и оно оправданно тяжелое. Давайте выслушаем все-таки, что дети-то хотят. Это мой Женя, братик, сводный младший. Это мой папа родной. Галя тоже моя мама. Вика — это я. Ну и Артем — это мой брат. Это я. А Катю почему не нарисовала? За чего ее? Она не в нашей семье. Я по маме не скучаю. Я тоже. Потому что она со мной вообще не занималась. И она просто все время в телефоне сидела, там на меня даже внимания не обращала, нигде не убиралась, ничего меня не учила никогда. Галя позвонила и сказала то, что она хочет со мной пойти погулять. Я собиралась. Мама Галя и папа пошли гулять, а я пошла за столовку ее ждать. Я потом ее ждала, потом она позвонила и сказала то, что уже поздно, я не приеду. Мы ей не нужны. Я не скучаю по маме, потому что она со мной не гуляет. Мама ничего не покупает. Она меня чем попало кормила, там, я в школу ходила, она не смотрела мои тетради. Я хочу здесь остаться, потому что здесь полная семья, меня тут любят и уважают. Ну и условия тоже хорошие. Я очень люблю Галю и папу. Я не люблю Катю. Я к ней не хочу. Ужас какой. Ее настроил отец. Ее настроил Да? отец Вот, пожалуйста, давно. вот мы настроили ее и против, Ты я почти, тоже против. уже почти сломала жизнь 2 своим детям. Слава богу, бабка и отец не дали. И ты еще сидишь, открываешь рот.
Накручены дети, не накручены? Давайте спросим у профессионала, который с детьми общался. Когда обманывают взрослые, есть практики НЛП. Когда накрученные дети, либо это не их мнение, для этого есть такой проективный тест, как несуществующее животное, который интерпретирует бессознательного ребенка. То есть ребенок говорит не от себя мнение свое, а через рисунок. Тем самым, что доказало это? Что ни Артем, ни Виктория не любят свою маму. Это раз. Два. Когда задался вопрос через их рисунок, с кем они хотят остаться, какую счастливую семью они видят, они первым делом назвали папа, бабушка, мама. Последовательность, слышите? Скажите, пожалуйста, вы били своих детей? Не Екатерина? били детей. Это не было таких случаев. Даже сейчас видно по вашему ответу, что вы врете. Да, по глазам очень видно. Это первое, что я врете. хочу Зачем уточнить. вы Я врете не била сейчас? детей. Ну, Не понятно. было такого. Дочка Виктория, первое, что вспоминает, как мама ее била, мама с ней не занималась, и если она помогала что-то по Можно я дому, то отстаю вы на свою нее позицию поднимали руку. сейчас? Простите, пожалуйста, я вас не перебивала. Послушайте, мы вас очень долго и внимательно слушали. Давайте мы теперь послушаем специалиста, хорошо? Еще хотела уточнить такой факт. Вы можете ответить на вопрос, сколько Артему лет? 7 будет. А Виктории? 10. Викторию вы учили писать? Да. Только она говорит обратное. Она с 5 лет жила со мной 2 года. Его 2 года с нами не было. Простите, а вот Благодаря Артем у тебе. вас знает буквы? Да. Да? Да, немножко знает. Он старается писать, учить. Только я этого не заметила. Когда я попросила Мы дать занимаемся, даже у нас имя книжки. несуществующему животному, он попросил Вику написать. И он путался в буквах. Он не знает буквы. И когда я говорила, кто с тобой занимается, он отвечал, что бабушка. Вы понимаете? Я не Как знаю, почему можно он это накрутить так ребенка, отвечал. если проективный тест показывает обратное? И Тут мы уже сейчас невозможно полных лет обмануть. сколько? Полных лет сколько? 6 лет. 6,5 будет 7. Так что в такой ситуации я категорически против, чтобы дети оставались с матерью. Потому что абсолютно все подтверждает. И как они отзываются о папе, как они отзываются о бабушке. И Галина ваша жена, я правильно понимаю? Да, Виктория будущая постоянно говорила, какая она хорошая, заботливая, как она ее любит. И действительно очень заметно, когда она даже интерпретировала животное, то я говорю, дай имена, пожалуйста, семье этого животного. Она называла первым делом папа, Галина и бабушка. То есть для нее полная семья не ее мама. Простите, еще такой вопрос. Просто- Как вас дочь называет? Катя почему-то, потому что нас Катя. строили. До этого она меня мама называла. И мы по паркам и везде гуляли. Было все. С нами он не проживал. А почему она тебя Катей называет, ты знаешь? Не знаю, потому что... Потому что ребенок пытался с тобой связаться. Ты всегда находил причины. Мне некогда, у меня сегодня это, я тебя видеть не хочу. Было дело, когда ребенок к тебе приехал в квартиру, 1,5 часа тебя прождал возле двери, ты сказала, тебя нету, а когда ты вышла с квартиры, ребенок дождался тебя, ты сказала, у меня болит голова, отстаньте от меня. Это было по осени, Вика, Галя. Ой, Но это после Катя. уже, когда с вами жили. Да. Ну ладно, мы услышали историю, давайте обсудим. И так постоянно. И так было постоянно. После вот того, что я увидел про детей, какая мама? Ты просто недостойна, чтобы вообще произносили в твою сторону это. Вот мать сидит по правую от тебя руку. Вот это мать, которая за сына своего чуть-чуть, мне кажется, не набускала тебя здесь на передаче. Что касаемо тебя, папа? Вылазь из-под каблука. Я вот смотрю, ты здоровый, сильный мужик. Но ты прямо жесткий подкаблучник. Не обижайся. Выходи. Потому что ты должен был в первую же очередь, зная, какая мамаша, забрать всех детей к себе. И ты знаешь, что мать у тебя пожилой человек с давлением. И ты обузу в связи с особенностью твоего ребенка, да, вешаешь на мать. Если ты не под каблуком, как ты говоришь, ты свою новую супругу обяжешь заниматься твоими детьми, а сам будешь работать, как папа Карло. Я бы вам детей не отдавала, потому что абсолютно очевидно, что вы нуждаетесь в помощи. Не в состоянии нести ответственность за свою жизнь, это Почему показывает я не в практика. Я не состоянии? знаю почему. Потому что вам сколько лет?
30. Вам 30 лет, а вы не можете въехать в свою собственную квартиру. Потому что я ее Вы боюсь, не в- она будет Да угрожать вот в том-то мне. и дело, вы Я не в ее состоянии. боюсь. Потому что у тебя нет собственного я. А вы, Лиза, очень подлая. Вот правда, вот я других слов даже не могу найти. Подлая. С другой стороны, вы воспитывались в детском доме. Выживай как можешь. Вот этот принцип вы перенесли и на свою жизнь. Ну, нашли, конечно, пить хотели, соответственно, за 2 суток. Девочек нашли в лесу с босыми ногами, раздетые. Так это чудо, что они живы остались вообще. Но Алена уже лежала и засыпала. Она умирала. А как далеко от дома их нашли? 3 километра дома. Да, я виновата, да, не уследила. Вы просто поменяли детей на бутылку. 0,5 самогонки, не скрываю. Мать 6 детей! Вы понимаете, что еще несколько часов их не было бы? Как могла ты так деток вот на водку променять? Ну ты ж хорошая девчонка. Да, это наша оплошность. Набухаться и потерять детей, это называется у нас теперь оплошность. Сестра Антонина, она утверждает... Что органы опеки виноваты не меньше, чем родители. Татьяна, идите к нам.